В этой видеолекции поговорим про программную навигацию. Но прежде чем приступить, собственно, к разбору материала, я за кадром произвел некоторый рефакторинг предыдущей лекции, и давайте посмотрим, что я сделал. Ну, во-первых, я создал директорию Program Navigation в соответствии с названием нашей лекции. App.js. Здесь у нас остались только маршруты. Вы можете увидеть, что теперь вместо текста появилась константа. Перейдем в файл constants.js, и мы видим, что я просто маршрут эти вынес в объект. И через точку мы обращаемся к нужному нам ключу и получаем значение. Далее здесь была череда компонентов. Я это вынес. About Home — это у нас именно страницы пользователей, страница не найдена, домашняя и страница о нас. Так выглядит страница About, Home. Индексный файл — это просто делает реэкспорты. Not found, страница пользователей и пользователей со списком. Layout и Custom Link, который мы смотрели также в предыдущем видео, также я вынес, но уже в директории Components. Это общепринятая практика выносить соответствующие директории. И компонент Layout. Так выглядит. Все сделано так же, как и в предыдущей лекции про Custom Link. Единственное, только теперь все я разложил по соответствующим директориям. App.js, здесь еще раз index.js, и мы этот App.js подключаем вот здесь, в index.js главном. Зачем вот эти индексы? Если его не будет, то тогда в таком случае нужно будет здесь указывать уже еще раз app. А благодаря этому индексу можно не дублировать здесь надпись. Аналогично делается и в каждой директории. И тогда мы видим, что у нас импорта, видите, происходит layout из папки, из директории Components, либо константы, либо из Pages. Это очень удобно. И такой подход вам пригодится не только в React, но если будете использовать фреймворки там Next или Remix.js. Теперь перейдем на страницу браузера, я вам покажу, что все по-прежнему работает, как и было ранее. Можно вернуться в код и приступить уже к разбору непосредственно самой программной навигации. До этого момента для навигации мы использовали компонент link и navlink. А теперь давайте посмотрим следующую задачу. Допустим, на домашней странице мы добавим кнопку. И напишем здесь go to about page. По клику на данную кнопку мы хотим перейти на страницу о нас. Как реализовать такой функционал? Для этого мы импортируем hook useNavigate. Он возвращает функцию navigate, которая помогает программно контролировать навигацию пользователя. Импортируем useNavigate. Из библиотеки React Router DOM. Вызовем hook внутри функционального компонента и присваиваем результат в константу navigate. Далее к кнопке button давайте обработаем событие onClick. Назовем функцию handle row to about page. Пусть будет длинное название, но говорящее.
функцию navigate мы должны передать тот путь, на который мы хотим сделать переключение, да, переместиться. У нас маршруты в константе, поэтому давайте их достанем. Routes from constants. Routes. И теперь подсвечивает у нас about подсказки. Посмотрим на результат нашей работы. Вот наша кнопка. По нажатию мы должны здесь увидеть надпись about. Все отлично сработало. Программная навигация работает. Подведем итог. В этом уроке рассмотрели hook useNavigate, с помощью которого можно программно навигироваться в приложении.